Доброго времени суток. Сегодня начался чемпионат Республики Беларусь по клеточным шашкам среди мужчин и женщин. Ну, чувствуется, что народ изголодался по игре. И партий сегодня я хочу сказать, что много достаточно было. Вот, как я смотрел, много интересных достаточно было. И возможно, что будут некоторые партии, фрагменты опубликованы. Но надо смотреть, естественно, надо смотреть эти партии. Смотря от идей, то есть мне казалось, что все очень интересно было, но вот может при более тщательном просмотре, может, ну, я пойму, что что-то для печати, что-то нет, но это как всегда бывает. И я хочу сказать, что еще второй момент, почему все достаточно интересно, то есть не играли в стоклетки, ну, давно вот таких вот серьезных соревнований, к сожалению, нет. И это тоже сказывается определенным образом. Хотя многие играют и в интернете, и между собой какие-то устраивают там спарринги. Но все-таки есть определенная проблема. И что я еще хочу сказать, что вот аналитика у меня по одной тут позиции, и получается что-то похожее было на мою партию 2002 года. Партия была, не скажу с кем, но партия была в Якутске, и вот мне как-то вспомнилось, точнее сказать, Якутск. Очень интересный турнир был. Организаторы, помню, очень сильно старались. Вообще мне очень сильно запомнилось. Люди запомнились. Очень, конечно, памятный турнир был. Поэтому вот тоже очень, очень хорошо то, что шашки вот пробуждают хорошие воспоминания. Именно вспомнил ход в партии и вспомнил весь якутский турнир. Давайте смотреть. Ну вот, Никита играл белым, я играл с Васькой Никитой, вот это моя партия. Но я долго, честно говоря, думал, сейчас тоже, куда походить, где вот завязать игру. Я говорю, что я тоже там, ну, то есть где-то что-то играл, где-то в блиц играл, да, таких вот серьезных партий практически нет, поэтому долгие какие-то у меня были раздумья. Ну вот 11-17 мне показалось очень интересный ход. Почему? Потому что есть много вариантов. То есть можно подойти 7-12, можно 7-11 подойти. Вот в партии у меня было вообще по-другому. То есть, как мне казалось, вот 11-17 именно игра завязывалась, но она и завязалась. Я думаю, что правильно. Ну вот 8-12 мне показалось тоже, что очень интересный ход. То есть колонну начинаем пробивать, и уже соперник стоит перед выбором. Можно было 37-32 поставить. Можно было, ну вот пока вот такие варианты были. 6-11. Вот такая вот позиция. Где-то здесь, конечно, я смотрел вторжение, но вот эти все вторжения, конечно, они ничего не дают здесь, если не 6-11. То есть 21-27 и ничего они не дают. Почему не дают? Потому что, ну, понятно, что нельзя 44-39. Давайте я покажу все-таки эту идею. Почему вторгаюсь? Основное вторжение. Вот 35-30 я хотел показать, как 35-30 какой-то прием, но вот не получается то, что я хотел. Опять вот эта идея. И то есть вот эта идея, к сожалению, не проходит. Если бы шашки вот здесь вот не было, да, то проходила бы, видите, идея и позиция. Если вот посмотреть на позицию, видите, без 35, то позиция достаточно интересная. То есть вторжением. И то есть получается, что надо как-то меняться, либо уже вторгаться. Ну и тоже позиция очень интересная. И можно играть. 6. Вот так. То есть 1-6, ну вот 1-6 мне показалось, что он игровой. То есть чисто психологически, потому что был ход 21-26, но вот я на 37-32 вообще ничего не видел, как играть. Ну, есть, конечно, тут и такие варианты,
как-то и 3,8, но мне показалось, что здесь вот именно игры меньше, чем на 1,6. Почему я акцентирую на многих моментах, наверное, внимание, чтобы вы, может, как-то вникли в мою логику. Здесь 36-31, конечно, тоже интересный ход был, но, может быть, 21-26, либо на 16 было. То есть, был готов я к этому варианту. Ну вот 18-22, конечно, потом мне не понравился этот ход. Я потом, может, чуть поясню. То есть, надо было, скорее всего, в этот момент, наверное, 11-16. Вот эти вот варианты, я думаю, играть дальше. 36, ну и, скорее всего, 14-20. Вот я думаю, что меня вот эта вот позиция как раз-то наиболее бы, наверное, устроила. Почему? Потому что после 18... Смотрите, вот дальше 18-22. И здесь я стал перед большой дилеммой. То есть, если 14-19, то у меня был, конечно, вариант 14-19, но вот проблема большая стала. 37-31 побили и 31-27. И там мне позиция совсем не нравилась. Вот почему я считаю, что вот этот вот ход 18-22 как-то так он и нехороший. Нехороший ход этот 18-22 был. Надо было, конечно, избрать другой вариант здесь. Но давайте так смотреть. 13-18. Ну, здесь вот тоже моменты. Какие тут моменты? Если 11-16, то вот здесь вот я опять ничего не видел. То есть, возможен был вот этот вариант. Я, конечно, смотрел, но можно было, наверное, играть. Как-то тут, конечно, разменивалась позиция, но вот именно это, может, даже позиция меня где-то бы в какой-то мере устроила. Если бы он поменялся тут, ну вот игровая была бы какая-то позиция. Так. Здесь далее. Второй вариант 14. Ну вот, как я уже сказал, 14. Вот это 34-30 я сначала смотрел. 34-30 меня как раз устроил. Но вот этот вот ход и совершенно мне, как я уже сказал, вот эта позиция не нравилась. Так. Ну вот. Здесь кое-какие... Почему у меня так вот получается? Кое-какие вопросы, конечно, с программой. 11, 16, 50. Ну вот это продолжалось таким образом партия. 9. Ну и вот здесь опять у меня дилемма большая очень стала. То есть один момент даже я думал 14-19 сыграть. Но опять, вот если разменялись, игры навряд ли бы было. То есть построился он бы. И много ходов у него таких, ну, которые просятся, то есть со временем было бы, не было бы проблем. Опять на 21, если 21-26 пойти, то 49-44, и я что-то ничего не вижу. Тут вот какое-то продолжение игры. Честно говоря, не знаю, как бы тут что я бы тут делал. Ну вот если 4, то есть с угрозой, если это тоже 43, вроде бы шашки нету, но непонятно, как это все реализовывать и что с этим делать. Как-то, наверное, 17-22 надо, но 5 либо 32, то есть непонятно совершенно, что я бы в этой позиции делал, если честно. Так. Опять у меня вопросы. Так, вот видите, с программой. Я говорю, что тут с программой, конечно, есть моменты. Давайте продвигаю до этого. Ну, вот так вот в партии было. И давайте... Конечно, вот этот у меня уже вариант, меня уже очень сильно устроил по ходу. То есть, если бы здесь был ход 31-27, то 13-18, то есть, вот этот удар стоит, 17-22 и 18-22. То есть, сюда нельзя, потому что удар.
Нельзя, потому что удар. И вот здесь вот 21-26, ну вот ориентировочный вариант. Скорее всего, я бы, конечно, вот эту позицию играл. Сейчас я покажу. Вот 48, 17 и вот 28-22. Здесь я вспомнил как раз вот о чем я говорил в начале. Я смеюсь, Якутск вспомнил. То есть одна из моих партий была. Это партия с Гунтисом Валниусом. С Гунтисом Валниусом. Вот что-то похожее было. Что-то похожее здесь было. Кстати, тут интересно надо смотреть, что тут было бы на вот этот ход. Но партия, я говорю, что что-то похожее, но не точно, естественно, эта партия. Я, может, даже когда-то ее посмотрю на канале. То есть, хорошая мысль по поводу этой партии была. Так, ну вот 31-26 я уже решил проще сыграть. То есть, вторгаться пока нельзя, потому что 13-19. И вот я решил перейти в эту позицию. 13-19. Единственное, что меня здесь, кстати, беспокоил достаточно сильно ход вот этот. Если честно. То есть, я бы, наверное, так пошел. Но вот такая позиция, честно говоря, чуть-чуть такая, ну, непонятная была бы. Если честно, надо было 20-24. Интересная игра бы была, честно говоря. Все-таки я думаю, что у черных где-то должно быть получше. Хотя, ну, не факт. Но вот интересная игра. Я бы, наверное, вот играл эту позицию. Но она бы, наверное, для меня неприятная была. То есть 45-40. Здесь стоит идея на 23 и на 24. То есть размен. Я здесь, кстати, думал, еще может вопрос такой. Вот сюда бить. То есть варианты какие? Сюда понятно, что это не лучшая идея. Допустим, 40-35 и вот сюда. Это не лучшая идея, но белая, в принципе, не обязана вот это проводить, вот эту идею. Может быть, 49 пошли бы, 43, ну и так далее. То есть, не хотел эту позицию почему-то играть. И еще важный момент, почему-то, вот это вопрос, почему-то у меня, конечно, со временем уже какие-то, ну, были проблемы. Честно говоря, давно не играл, поэтому время было затрачено много. Контроль, ну, не совсем для меня обычный, хотя он стандартный, но для меня не совсем обычный, если честно. Так, на 14. Вот здесь вот я решил в эту вот позицию перейти. Наиболее такая, мне казалось, что наиболее перспективная позиция, тем более со временем уже стали проблемы у всех и у меня. Вот 10-14 пошло, на что я рассчитывал, на вот этот вот ход рассчитывал, честно говоря. И тогда вот 15-20. То есть не то, что я рассчитывал, но вот как-то ограничивался вот этот ход. Именно ходом 15-20. Вот здесь вот позиция мне очень сильно нравилась, поэтому давайте дальше смотреть. 30-25. Так. Кстати, вот надо было, дайте покажу, как надо было играть вот в этой позиции. Я пропустил важный момент. И здесь выбор, ну, не столь очевиден. Смотрите, вот 30-25, идея такая 10-14, и вот именно отдача, и вот один из вариантов, который, наверное, стоило играть. Ну вот 7-11, конечно, позиция бы игровая была, я бы ее играл. Вот она такая интересная позиция. Почему у меня здесь чуть-чуть вот подотсталые шашки, в принципе. И позиция, ну, я думаю, что у белых, в принципе, ну, не хуже позиция должна быть. Но играть надо аккуратно. Так, вот в партии было. Кстати, здесь интересный момент еще был. Сейчас в партии я покажу. Покажу кое-что. Ну, этот момент не проходил, к сожалению. То есть, вот видите, идея не проходила. Почему? Потому что на этот ход я ловил дамку.
Вот такой вот момент был. 14. Ну, здесь в связи с нехваткой времени я поменялся назад. Здесь, конечно, ошибся Никита. Надо было вот этот переход 22-28 и 29-24. Вот этих два хода надо было делать. И надо где-то 4-9. Почему? Потому что если не делать 4-9, то будет ход 24-20. И очень опасная позиция тут. Я не знаю, может, все было бы нормально, конечно, за черных, но позиция в чем опасна? Потому что шашки нету. Навалились бы здесь вот, допустим, так. И белые могли по случаю где-то навалиться. То есть вот этот вопрос такой, очень интересно стоял бы вопрос. Тут очень взаимная игра была. И, наверное, в связи с цветнотом я бы, наверное, не играл. Вот как-то 4-9, возможно. Вот что-то похожее я бы играл за черных. Здесь, конечно, всегда надо какие-то комбинации еще интересные смотреть. Вот если этой шашки, допустим, не было, то отдал бы, отдал, ну и так далее. Я сейчас вам еще одну комбинацию тут покажу, интересно. Вот здесь Никита пошел 47-41. Для меня такой-то загадочный ход достаточно был. Может, он думал, что я проведу вот эту комбинацию, конечно. Но комбинация-то, она нехорошая, это ясно. Допустим, наверное, даже... ну вот, компьютер вообще такое показывает. То есть я даже это не смотрел в партии. Я, честно скажу, не смотрел это в партии. Я, по-моему, смотрел такой ход. Ну, то есть у меня тут тоже ничего не получалось, поэтому сразу отпал этот ход. Вот эта идея. Так, 4-9 было. 10-15. И вот здесь Никита, можно сказать, форсировал свой проигрыш. 24-20. Но какие здесь варианты были? Вот 4-29 и 1. Если 11-16, вот как раз компьютер показывает, что выигрывает. Ну, давайте я вам покажу, может, сложный вариант какой-то тут. Но этот вариант, ну вот, и так далее. Тут интересно, сложно, но вроде бы все выиграно. Тут вот видите, далеко, можно кому-то... Почему я вам показываю? Можно, наверное, ставить на тренировочном занятии все это. Ну, то есть идея, она видна, и просто вот посчитать. А я бы пошел просто 27-32. Причем я на 100% уверен, что бы так вот пошел. Ну и играл бы эту позицию, естественно. Думаю, что эту позицию бы, ну, вероятность большая, чтобы выиграл. Вот эту позицию. А было в партии 24-20. Ну и здесь никуда не пойдешь. Тут, в принципе, вот эти приклейки не проходят. Какие еще, что тут, куда еще клеится. Это не проходит. Тут ничего не проходит. И, в принципе, здесь Никита издался. Вот такая вот партия получилась. Наверное, конечно, нудные у меня тут какие-то варианты. Но я думаю, что будет, если посмотреть хорошо партию, то, думаю, будет интересно и полезно. Итак, до новых встреч. Продолжаем смотреть чемпионаты республики Беларусь среди мужчин и женщин 26 года. Начался первый тур. Завтра у мужчин один тур. И у женщин тура не будет в связи с тем, что чуть участницы не доехали. И завтра Международный женский день 8 марта. Поэтому решили дать девушкам перерыв. Итак, до новых встреч!